Вот мы дошли. Как поселок называется? Гелемиш. Гелемиш. Ой, Катюша у меня скачет, такая умничка. Если вы помните, мы тут уже были, в Гелемише. Мы жили в таком пансионате, грустном. А сейчас Это сняли в наших предыдущих сериях. Да. комнатку вот с такой табличкой на дверях. Журавль, что ли? Журавлик какой-то. Леврек. Да, ну, чуть позже покажу внутри. Да. Тут рядом такая чил-зона, можно чай попить, вид такой. Ну, тут понятно, что белье сразу сушито. Так, здесь каштаны растут. Ну, тут курочки. Ну, вот только балкончик на крышах. Вот. Пойдем, может, покажем номер, Катюша? Пойдем покажем номер. Торговались мы тут, наши друзья, как львы. Да. Выторговали нам за 1200. Это 50. А он там не двери открылись? Да, там живет еще один наш попутчик по имени Петя. В общем, тут вот эти бунгало, они идут по 800, но они без души и без туалета. Душ, туалет, вот. Общий внизу Даже там. нас тут видно. Да, он там внизу. Общие Это общий на там. территории. На территории, Мы да. мажоры. Мы сняли с душем и с туалетом. С душем и с туалетом. Вот сейчас номер покажем. Заходим в номер. Он такой деревом обделанный. Собственно, Можешь свет душ включить. и туалет. Вот свет такой у нас лампочка Да. там. И аж Значит, подожди, туалет. Вот такой тут туалет с душем. Вот. Тут раковина. Значит, ну как бы с зеркалом даже. Да ладно. Вот. И живописью, видите, вот. А тут такая живопись. Мерлин Монро. Так, ну тут кровати такие. Кондиционер даже есть. Окошко с москитной сеткой. Она довольно крупная, кстати. Ну, может, комары могут пролезть. Ну лучше закрыть. Закрой, Потому что наверное, она такая. довольно крупная. Крупная, сетка. да, ладно. Ну, воробьи не залетят. Ну, как бы так. Вот. Ну, вот такой у нас номер сняли. Это, ну, наверное... Тут деревянный шкаф. О, так тут там еще даже и одеяло. Одеяло есть, там всякие подушки, там все пучком. Да. Так. Значит, ну что. Тут мы уже накидали своих вещей. Значит, ну что. Тогда пока выключаемся. Да, Катюша? Ну, возможно, дальше выключение. Вот, сегодня вечером мы решили предпринять небольшой поход. Хозяин нашего кемпинга рассказал нашим попутчикам, что тут есть специальная бесплатная тропа в город Патара. Вот его останки. И вот мы уже видим какие-то фрагменты древности. Да, и идем дальше. Будет ли что-то большее? Ну, вот пока так. Идем дальше, и тут видим еще фрагменты древности. Ой. Прям вот Тут такие вот. стена с окнами. Не помню, говорили мы в прошлых видео или нет, но Патара — это столица, собственно, этого государства Ликия, в честь которого, видимо, и названа Ликийская тропа. Вот такой, смотрите, домина. Такие вот тут развалины. С окошками. Так, обходим пока. Там табличка, и знаете, что это такое? Я вам сейчас скажу. Это тут хранили масло. Вот в больших резервуарах, да, вот там просто табличка. А где же зачем? Ну, как-то сюда заходили. Видимо, может, тут бочки стояли. Это были как склады. Потому что это был крупнейший порт, они вот торговый, они в том числе масло продавали. И здесь были склады Своё. масляные. Да, вот там написано. Вот значит, перед табличка. Мы до нее доходили. Сейчас мы к ней... Понимать, что этого грунта не было, да? Ну, понятно. Конечно, он же ушел вниз. На болоте. Да. Может быть, аж не один этаж ушел. Вот здесь описание. Ну это я так перевела. Тут что-то вот. Гранариум. Эта структура использовалась не только для чего-то, но и так же, как оливковое что-то масло, вино и других типов. Вайн — это не шерсть?
Вайн вино. А, Вино. Оливковое масло, вино. Ваня, вот, И другие типы consumable, ну типа консумер это типа кто, покупатель продаваемых, видимо, используемых. Рим. Ship это же корабли, да? Корабли, Мгм. ship это корабль, который в Рим и другие имперские провинции что-то там отправляли. Вот. Находился на западной стороне. Харбор это порт, порта. На территории очень закрытой. To the mouth. Мов это же рот. Даже переводчик. Так, ладно, выключаю я камеру пока. Короче, вот здесь были хранилища Угу. древние. Что-то на уровне Вот крыши. оттуда пришли. Сейчас оттуда пришли. По дороге обходим так. Подходим к этим развалинам. Как это? Паттара город, да? Хотя, как город Паттара. Ну вот, ну, пока тут такие стены видно. Нет, да, мы так урежем, ну, для совсем там какая-то фигня. Где мы ходимся? Такие отвороты. Вот стены. Дорожка уходит туда, а мы поворачиваем сюда. По тропинке. Да. А где моя любимая? А вот сзади, да, где она? А, фото делает. Подождем, Кать. Вот. Мы идем в сторону амфитеатра, наверное. Да, ну по крайней Дальше мере, будет вот так включение. обозначено. Как стена классная. Вот, наверное, там где-то снизу, что там снизу и стоят фонари, подсветка. И там дорога оттуда, с той стороны, слышишь? И туда машина едет. А мы идем тут поверху. И вон сверху тоже какие-то строения виднеются. Древние. Это амфитеатр. Мы сейчас видим, это О, это мы подходим к амфитеатру, точно. Трава высокая. Так, сейчас подойдем. И на этом амфитеатре подсветка он по краям стоит. Фонари, он, смотрите. Это ж солнце туда в море сядет, да? Да. Блин. Оттуда солнышко у нас. Вон маяк видно. Маяк, видать. Ну так, слабенько, видать. Ну, видать. Тут, видишь, ведутся реставрационные работы. Вот он. Насколько? Поэтому нас могут опознать как безбилетников по нашему нахождению. Да, сейчас 18:20. Это амфитеатр такой. Интересно, с той стороны его не лучше? Не знаю. Тут тропинка идет сюда. О, тут лучше видать. Вот, там кто-то сидит. Блин, Чё? прятаться что ли уже? Да почему? Это такие же посетители. Мы просто можем на дорожке не ходить. Там по дорожкам ходят посетители. А, вот такой амфитеатр. Что, мы обнаглеем, прям полезем на него? что значит полезем? Пойдем. Меня куда-то моя любимая потеряла. Да вот, он фоткается там. О, это уже тут походу новострой, Катя, слышишь? Эти проверяют акустику там. Да. Так. Любимая, ну мы тебя ждем. Ладно. Наверное, хорошая звукоизоляция. Да. Стены толстющие. Вот такая. И это уже новострой, потому что сложно из того, что было. Кать, смотри. Сюда? Ага. Кать, глянь. Хотя, Чего? новострой уже сложно из того, что было, глянь. А, точно.
Если вот это вот снизу глянь. Это вот уже чудеса турецкой реконструкции. Да. Да. Вряд ли же это архитектор. Естественно. сделали так. Потому что, А смотри, положим-ка мы вот так. Катюш, смотри, вот старая стена Да. в земле, которая, да? Понятно. А это уже новая сложили. Поэтому Ну, наверное, тоже всё. отличие. Ну все, идем дальше. Вот, а мы продолжаем ходить по Паттаре. Ну, очевидно, тут уже присутствуют следы знаменитой турецкой реконструкции, когда из стены античной торчит то кусок колонны, то кусок барельефа. Вот, в общем, складывают плюс-минус, как говорится, похоже. Ну, вот какое-то здание. А тут вот у нас амфитеатр, которому положено быть в каждом античном городе. Так. Даже вот мы на цивильную часть дорожки вышли. Вот он какой большой. Ну как большой? Как для главного города, для столицы Ликии маловат. Бывают и побольше. Тем не менее. Ой, какие-то неустойчивые перила. Да, они такие мягенькие. Угу. Угу. Вот сцена, видимо, где происходило все действие. И вот такой вот зрительный зал. Даже что-то где-то местами по-гречески написано. Да, какие-то интересные выходы. Может быть, отсюда выходили актеры. Ну, сложено все, сами видите. Просто нашли груду камней и сложили в виде амфитеатра. Интересно. Вот такой он амфитеатр. Там он, наверное, это ложа там какой-то, да, решил полукругом сделано. Может быть, может каких-то- быть. С обеих сторон оттуда и оттуда, видишь, чтобы... Может, что-то там, да, для чего там? Может, хор там, да, или суфлеры сидели. Ну, что это такое, да. Непонятно. Вот мы сейчас пришли в этот амфитеатр. И здесь вот такие, вот такая вот, получается, как, не сцена, где люди сидят. Сцена-то вот сзади меня, сейчас покажу. Вот здесь вот выступали артисты, или кто, ораторы, наверное. Вот. И места для посиделок находятся вот здесь. Сейчас я тоже поднимусь повыше. Ой, какие колючие. Представление началось, что не ходите, мест навалом. Где мой поджопник? Ой, нереально, это антицеллюлитный масс. Это как он, аппликатор Кузнецова. Вот такой тут амфитеатр сверху. Они вот эти древние амфитеатры иногда проводят какие-то концерты. Вот мы Да. в Каше были, он там такой его же плана, только он реконструированный лучше, то есть Ага. явно уже современный. Там вот мы вечером пришли, девочка с гитарой что-то пела. И классная я акустика поняла, была. что вот поют вот эти оперные выступления, да, и вот судя по тому, что освещение А мы тут есть, сидим, вечернее, размышляем. дневное, значит, для чего-то это вечном. подсвечивает. Да. Как оно могло здесь быть? А мы вот с той горки спускались. И на него Да, на мы- весь сверху. да, вот да, так вот мы- вышли мы в оттуда Гелемиш. Вот так. Оттуда туда, в сверху. посёлок. Спустились и А вот когда мы пойдем, пришли в вы же поселок тоже по Гельмиш. верхней пойдете, да, развилки? Или Да мы как вы? вместе с вами. Да. Там прям стоит указатель, ну, через, вот, он где-то чуть раньше туда уходит, в лес. Ну, тут, конечно, ну, виды были на море, но только там они что-то строят и строят. Экскаваторы ездят, трактора, все в пылище. блин. Приятно, да. Ну, Хочешь как-то... тишины, Да, красоты, да, а да. тут строй.
А вот наша Катюша делает селфи. Умничка. Расскажите, как вам амфитеатр? Шикарно вообще, как мы сюда вообще попали. Да, вон еще один амфитеатр. Его восстанавливают. Вон он внутри. Маленький. Маленький. А, там, да, Катя, видишь? Камерный театр. Камерный, да. Или Там вон дальше театрский. виднеется маленький. Супер реконструированный, как будто они его прям строят уже. Заново. Ну, может быть. Так, ну здесь Кстати, вот... там тоже шарахается народ. Давайте А, ну да, посходим туда. дорожка-то идет. А что еще здесь есть? А, ну, дальше стоит идти, нет? Нет. А на маяк как-то можно? Мне кажется, на маяк надо идти. На закате тем более. Гештальт закрыть. Тоже может на обратно подснимать как раз. Да свернем, да? Мы табличку расшифровали, что для пешеходов Можно, запрета да, нет. можно. Welcome. Тем более на закат посматривать. Да, а у меня на телефоне 7%. Ну, Дима, у тебя зарядом как? У меня хорошо. Дима, камера почему-то, Шалит? ну, шалит, да. Нормально. Ну пойдемте посмотрим у то здание, заодно кран, который строил все это дело. То есть спуститься так же, как поднимались, да? Тут больше. Можно... Выйти через центральный, вон видите вот то устройство. Я думаю, Да, что это да. есть то самое устройство, которое строило это все. Кран. А, ты имеешь в виду его Исторический кран. реконструировали, вот это Да, приспособу? Да, давайте. Пойдем. А там тропы нету сзади обойти? Нет. Ну как это? Не спуститься? Так, ну вот сверху такой вид. Это же ступеньки для, так сказать, галер. Ну что, посмотрели на амфитеатр? Пойдем. Спускаемся. Вернулись с поля. Не будь на то, Господня воля, не отдали б Москвы. Мы долго, нудно отступали. Громче. Мы долго, медленно отступали. Я уж все это забыл. Давай сначала. Давай сначала. Садись 2. Не выучил. Ты же все наизусть недавно вообще. Я разнервничался, но вообще звук хороший очень. Не, ну Да. давай еще раз. Скажи-ка, дядька. Что тут продекламировать письмо Татьяны к Онегину? Я к вам пишу, чего же боли. Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Сначала я молчать хотела, поверьте. Моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, а потом все думать, думать об одном и день, и ночь до новой встречи. Но говорят, вы нелюдим, в глуши, в деревне, все вам скучно, а мы, ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас, в глуши забытого селения? Я никогда б не знала вас, не знала б горького томления. Душ... По сердцу я Хватит. О, между прочим, слезился. четко, да? Подходим к Акустика. очередному зданию, это реставрируемому. Это восстановлено за счет грантов Национальной ассамблеи Турции. Восстановлено. Ну, А это что такое? Ну, ассамблея. Эту Нет? всю эту фигню восстановили на гранты вот этой вот ассамблеи. А, И реконструкция происходила с 8 по 11 год. да, да, да. Ну что, толковое учение? Новый закон. А что? Патара Халки. Онура. Ну, Халк это у них это общественное. Ну вот Смотри. это Да, письмена идут и перевод. People, People, люди Паттары. имели honored Дим! people having intruded motion движение honors. Как honors переводится? Есть переводчик Google? Наводишь, и он тебе переведет. Уважение, почет, да? Да, ну, Вот Марк Маркус Антоний. Антонио Идаграс, это лидер какой-то, ну, в смысле, лидер, наверное, Идаграс, да? Греческое писание на камнях. В общем, они кого-то тут Там. выбирали. И здесь еле виднеется, и здесь тоже писания древнегреческие. Здесь все, конечно, описано вот на табличках. Ну, эти все вот
колонны или что, на них есть описание. Так, ну все. Идем дальше. Дальше будет включение. Организация Организованная Ликийской лигой и Рима, римской и Родос. Родос, что-то. Здесь такие, Панкратион. здесь такие двери. Это же борьба такая под крикетом. Типа греко-римская. Ну, слушайте, смотрите. Раз Есть не хотите такой включать вход. переводчики, у меня просто интернета нет. Вова, иди, вот у тебя с текстом переводит свой Мы суперпереводчик. пытались перевести там плита, текст, ну нужен был переводчик. Непонятно, что это. Ну так, смотрите. Ну, похоже на ассамблею. То есть здесь Ну типа сенат какой-то. типа сената, да. Вот, в принципе, вот здесь ложа императора уже есть. На маршруте. Да, вот я думаю здесь, да? Слушайте, раз они это накрыли, наверное, пол-то аутентичный. Смотрите. А это да, это оригинальный пол. Да, они закрытый. поэтому его стекла не закрыли. Ходить по ним нельзя? Нет, конечно. Нет, Вообще можно, мы ходили почему? по Они таким. выдерживают. Ходили, да? Да, да, но я не пойду. Часть уже треснула, еще Ну, по Да, Здесь сейчас есть. уже треснул. Ну это может кто-то прыгнул, ты дураков. Тут такие сиденья, да, смотри, вот это поделанные каменные. Там уже части сидений нет. Ну, Это- уже, а еще, наверное, нет. Ну вот, если обратить внимание, так оно пол всё вот. просто шикарно сделано. Мрамор, Вот если мрамор. его увидеть прямо вот в оригинале, это просто вот вообще красота. Прикинь, это Марк Антоний по нему ходил. Да. Стопудово. Мы там читали что-то Марк Антонио, Рим, Ликия. Да, А что ассамблея такое имени... Панкратион? Это же борьба. Нет, что-то другое. Что-то типа собрание. Ну, может, это что-то, несколько значений. какое-то. Да. Короче, Google переводчик в помощь. Надо сфоткать, да, и загнать. Ну, это ведь тоже все двери. Вот такие тут древности. Борьба, да? Олимпийская борьба. Я же говорю борьба. У нас просто есть эти... Это вот Которая греко-римская. она соединяет рестлинг, бокс и кикинг, ну это типа ногой, ну типа как это, Вот здесь, да, ну в том числе. да, вот Что говоришь? Ну, многофункционально. Император, чего газ так подорожал? Хотел бы ответить насчет газа. Империя Винков и северные народы захватили всю территорию и отпускают нам газ малыми количествами, а вы слишком много потребляете. Но мы Империя не готова желаем платить мыться, всеми ребята. своими оливками. Следующий вопрос. И хотим кушать. Следующее. Следующий вопрос. Все хотят. Причем 3 раза в день. Акустика классно, да? Знаете, еще что-нибудь хочет сказать? вопросов нет больше. Какой-нибудь закон новый выдвинем, нет? Я может, Меня сфотаешь. Бесплатный проезд на колеснице. Можно организовать граждан? Тут мы заметили у вас въезд платный со шлагбаумом. Как-то это неправильно. Куда деньги идут, император? согласен, очень хороший вопрос. Да, надо отменить плату для местного населения. А для приезжих всяких надо ее все-таки оставить. А для Насчет тех, кто с колесниц. рюкзаками? Вот эти из этой, как ее, в Москве понаехали Да, вот. и в наглую ходят деньги мимо кассы, а с нас А. берут 3 шкуры. Хорошо, я организую охрану впоследствии. Уж Очень пожалуйста. хорошее замечание. Понаставим проволоки всякой под колючим, под напряжением. Да. Веков так через 20. Пошлите на маяк, император. Император, давайте организуем поход на маяк. Давайте. Нет, Вот мы сначала все надо- гуляем по этим древним развалинам.
Здесь какой-то соломенный кораблик из камыша сделанный. Ну, наверное. Да, это какое-то судно было, из камыша или чего-то сплетенное. Ё-моё. И это то, что от него осталось. Как-то так. Вот реальная свадьба, смотрите. Прям невеста. Угу. Ну, тут и свадьбы ходят. Дальше ведешь репортаж. Ты. Здесь такие вот колонны стоят здесь. Тебе же нужен аппарат? Ну, еще. 49%. Значит, туда здесь все колонны стояли. Катюш, как обычно стены, смотри, как еще восстановлены. И блоки, и круглые там колонны. Все пошло в дело. Они каких-то студентов, да, сюда. Тогда в Олимпосе были, там каких-то студентов автобусами привозят, и вот они там, это, видимо, как летний лагерь. Они прикалываются. Да. Да? Ну, вряд ли же древние архитекторы еще раз, да? Да, пусть тут будут кружочки. Были колонны, развалились, да, они ведь... Или вон там, 5 барельефов. Да. Ну что ж, вот такое вот описание всего. Проходим дальше, смотрим. Здесь такие вот раскопанные стены огромные, колонны. Красота. Здесь даже части барельефа или что это такое. Наверное, верхушек колонн этих. Вот. Есть часть затоплена водой после дождей. И лягушки там поселились. Так, вот такие развалины. Ну все, выключаем. Вот мы после развалин амфитеатра решили прийти к маяку. Здесь такой маяк. Значит, там закат виднеется, солнышко заходит. Солнце сейчас, наверное, ничего не видит. Да. Значит, ну маяк классный. Маяк сохранился прямо ништяк. С охрану маяка такой прям, я бы, конечно, не сказал, что идеальный, но хороший сохран. Не знаю, как свои камеры устраивать. Тут везде типа всякие там блоки лежат. Вот это маяк. Ну все. К маяку подошли, показали, что он тут есть. Развалины тут такие.
вокруг маяка. Все, моей Катюше страшно. Надо уходить. Там же за ним море. Там видно море, пошли. Вот я же говорю. А, видно море. Все-таки мы решили, как говорится, рисковать так рисковать, да? Ладно. Идем дальше. Вот мы подошли к маяку на Патаре. Значит, мы вон оттуда пришли и подошли тут к маяку. Вон такой вот маяк. Тут какой-то креативщик. То священная мандала, то сосновый идут. Значит, здесь виднеется солнечный закат, виднеется. Здесь вокруг, значит, блоки лежат, восстановительные работы походу идут, восстанавливают все. Вот, ну, идем пока. А тут показывает, надо не туда. Вот закат, тут такое солнышко прям оранжевое, прям. Он туда рисует по-другому. О, оттуда вид лучше на маяк, что ли? Сейчас я подойду сюда. Так, вот вид отсюда на маяк. Иди со мной. Вот наша Катюшка, красотушка. Ко мне. Вот Ты на маяк. телефон снимаешь. Это маяк Патара. А это я. Виды вокруг. В невероятных решениях проходит наш день сегодня на Ликийской тропе. Вообще прям. Возле древнего города Патара. Зашли в кафе Гелемиши. И вот такой скромный ужин у нас. Можно сказать, ужин туриста. На этом сегодняшний день мы заканчиваем. Всей компанией Fiat Olsun. Вот. И до завтра. Да все, ладно. Маши помидором.